Hello, my lovely students! И добро пожаловать в телефонную будку в Лондон, друзья! Сегодня у нас будет понятный влог на русском языке для тех, кто изучает русский. Но давайте вернемся к самому началу. Так, кажется, вот это мой поезд. Как-то он не выглядит. Нет, это вообще-то экспресс. Это экспресс. Нет, наверное, это не он. Все-таки это был мой поезд. Правда, я не очень понял ощущение, что некоторые вагоны, то есть как будто бы некоторые вагоны едут в одно направление, некоторые в другое. Но я не знаю, я не успел ничего понять. Я только пришел на платформу, и тут уже поезд подъезжает, на котором написано «Виктория». Ну, поедем в Викторию. Я вроде помню, что по карте это не очень далеко. Можно проехать на метро или даже, может быть, прогуляться. Посмотрим. Главное вовремя выйти. Я и так поеду через половину Англии. Так еще и если я уеду куда-то далеко, то придется уже там и остаться. Что вообще происходит? Welcome aboard this Southern service to London Victoria. The next station is East Croydon. Очень интересное ощущение, когда тебе все понятно. Ну, то есть испанский тоже уже на таком уровне стал понятен, но, честно говоря, это какой-то другой уровень понимания всего, что происходит. Это очень интересно. А вообще, кстати, вот я скажу вам так, поля, вот эти поля тут с какими-то коровами, с животными, очень напоминают наш север Испании. Прям реально очень-очень похоже. К сожалению, я сел против движения поезда. То есть поезд едет туда, то есть вам как раз все хорошо видно. А вот мне не очень, потому что я смотрю в ту сторону. Я сел против движения поезда. А я на самом деле очень люблю сидеть по движению поезда, то есть смотреть вот в ту сторону, потому что это удобнее. Но ничего страшного. Поездка должна быть около часа, час 30, может быть. Не знаю, наверное, около часа. Посмотрим. Пока все очень прикольно. А там сзади сидят китайцы. Говорят на китайском. Добро пожаловать, Макс, в Лондон. Мы приехали в какое-то место, которое называется East Croydon. Это какой-то город, я так понимаю. И тут сидит дядька, очень похожий на профессора Эммета Брауна. А еще я заметил здесь киоск Starbucks. Киоск. Ну, не знаю, наверное, для кого-то это обычное дело, но я привык видеть Starbucks в каких-то, знаете, в центре города, такой, типа в каком-то красивом месте, в старом доме, в старом дворце или еще где-то. В Мадриде, например, в Мадриде Starbucks был прямо в здании оперного театра. А здесь такой киоск. Интересно. Ну что ж, мы прибываем на нашу станцию. Это, наверное, вокзал. Добро пожаловать в Лондон, Максим. Добро пожаловать. Ой, и здесь Starbucks. Ну, здесь он, по крайней мере, такой красивый. Да нет, я ничего не имею против киосков Starbucks. Все супер. Просто мне показалось это странным и забавным. Так, мне сейчас нужно куда-то выйти. Скорее всего, мне нужен просто выход в город, потому что я не хочу ехать на метро, я хочу гулять по городу. Поэтому надо просто приложить свою карту и выйти. Ехали мы примерно 40 минут.
Сколько это стоило, я не знаю, честно говоря, потому что, я увижу это чуть позже. Но у вас вот здесь появится цена, сколько стоила эта поездка. Я очень рад, что я прилетел в самый дальний аэропорт Лондона. Вообще, рядом с Лондоном есть несколько аэропортов. И так получилось, что я прилетел в самый дальний и проехал, вот эти 40 минут на быстром поезде. Приехал на быстром. Такие приветливые люди, не знаю, странно. Уже несколько человек мне просто улыбается. Короче, очень круто, что я смог увидеть город Кройдон, по-моему, он называется, да, город Кройдон, хотя бы вот так вот, и увидеть, как хотя бы примерно выглядит пригород и сельская местность в Англии. Очень круто, очень интересно было. Еще есть штуки, о которых я хочу рассказать, но давайте выйдем с вокзала. Кстати, вокзал-то я и не посмотрел. Вокзал надо посмотреть, это же какой-то старый вокзал, по крайней мере, его часть. Вокзал выглядит интересно. Как-то тут, знаете, все понамешано. Вообще, мне кажется, Лондон вообще про все понамешано. В смысле, разные люди из разных стран, множество разных акцентов, не знаю, история переплетается со многими странами. Короче, да, много там стилей архитектурных и так далее. И мое ощущение, что вокзал просто отражение всей сущности этого города. Надеюсь, я еще не был в самом городе-то. Пока просто тут брожу по вокзалу. И, призрак оперы, это что такое? Это театр Его Величества. Ух ты. Но ладно. Театры будут в следующий раз обязательно, но, конечно, на призрак оперы я бы сходил, друзья. Ладно, честно говоря, тут долго... Вот, я уже вижу эти красные автобусы, красные, двухэтажные. Еще должна быть телефонная будка. Все говорили, что здесь телефонные будки есть. И вроде даже они могут тебя переместить во времени или что-то такое сделать, согласно одному сериалу. Но мы посмотрим. Опа-па. Действительно красные автобусы. Черт побери. Не соврали, а? Не соврали. Красные автобусы действительно красные и действительно двухэтажные. Ура! Слушайте, вокзал очень красивый. Очень красивый вокзал. Смотрите. И вот здесь... Вау! Просто вау! Внутри как-то, не знаю, не было... он не казался таким прям красивым. Короче, мне очень нравится. Ладно, идем в ту сторону. Я чувствую, что надо идти туда. Итак, друзья, пока мы с вами движемся в сторону первой достопримечательности, которую я хочу посетить, первое место, которое я хочу посетить, с которым у меня уже есть коннект еще до посещения вообще Великобритании или Соединенного Королевства, я вам хочу рассказать про две вещи, которые я уже успел заметить, просто сидя в поезде. Первая вещь – это погода. Лондон – пасмурный, хмурый город, много дождей. Ребята, сейчас начало марта, первые числа марта. Посмотрите на небо, посмотрите, во что я одет. Типа на улице плюс 16 градусов Цельсия, плюс 16, начало марта. В Питере, в Санкт-Петербурге сейчас снега вот столько, вот посюда, по грудь. Снега по грудь сейчас. А такая погода там будет... дай бог в мае. Там будет такая погода. Иногда, иногда она может быть в апреле. Ненадолго.
Вот ко мне подошли ребята, которые говорят тоже по-русски. Клево, смотрите. Мы тоже идешь. первый раз здесь, вон, и Да? очень красиво. Первый да. раз? Да, да. Прикольно. А вы откуда? Мы из Молдовы. А, из Молдовы. Да. Классно, классно. Первый раз. И как впечатление Блин, вообще? очень красиво. Мы рады, что поймали, типа, вчера был дождь. Вот Да? это прям атмосфера Лондона, и теперь очень красиво, Блин. солнце и тепло. Ладно. Прикольно. Да. Спасибо большое тебе. Давай. Спасибо. Удачной. Подписывайтесь на канал «Учите русский язык». Учите русский язык, да. Это очень Всё, пока. Пока, спасибо тебе. Ну что ж, вот такой вот он, русскоязычный Лондон, ребята. А я иду, снимаю, смотрю на меня, ребята так смотрят и улыбаются. Думаю, ну здесь многие мне уже улыбаются. Может, потому что нравятся мои волосы? Мои шикарные волосы. I'm sorry. Вот, короче, не знаю, но это интересно. Ну, вот посмотрите, как одета девушка. Она в майке. Впереди девушки в юбках. Ну, типа 16 градусов. Карл, 16, или лучше здесь, наверное, говорить не Карл, здесь, наверное, лучше говорить Джон, 16 блади градусов. У нас был спор с одной моей подругой. Она утверждала, что эти кнопки не работают нигде, ни в каком городе, ни в какой стране. Она даже сняла такой любительский документальный фильм, просто любительский фильм художественный про кнопки вот такие вот, которые действительно не работают, ребята. Ну, посмотрите. Вот, все, можно идти. Теперь можно идти, кажется. И я, кстати, в этом фильме снимался. Да, это был мой дебют еще задолго до Ютуба. Надо немного успокоиться. Реально эмоции вообще просто я вообще не понимаю, как вообще, что, где я, когда я, в каком я месте, в какой стране, в каком, просто кинофильме или где. Дело в том, что, не знаю, Лондон, как и Англия, вообще, просто мы на уроках английского языка постоянно говорили Англия, английский язык, Англия, поэтому вот, я даже не знаю, в России есть ли слово, которым обозначается название страны, то есть Соединенное Королевство, да, Соединенное Королевство. Мы никогда так не говорим, я съездил в Соединенное Королевство. Никогда. Великобритания, да. Но чаще люди говорят просто Англия, имея в виду... Не знаю, что они имеют в виду конкретно. Действительно ли они имеют в виду только Англию, или, может быть, они имеют в виду Великобританию, или они имеют в виду вообще все Соединенное Королевство. Не знаю. Но... Короче, у меня какое-то очень странное ощущение, нужно немножко успокоиться, потому что, это место, Лондон, это тот город, в который я не то что мечтал поехать, знаете, друзья, я просто в детстве, еще в школе, я как-то не мог представить, что я вообще когда-нибудь окажусь в Англии или в Лондоне. Давайте так, когда я буду говорить Англия, я буду иметь в виду Соединенное Королевство, ладно? Англия, Соединенное Королевство, в общем, неважно. И я реально не мог поверить, что, однажды я просто смогу приехать. Приехать, погулять. И интересный момент. Моя мама... лет 20 назад, я не помню точно, у меня плохо с датами, она ездила в Лондон. Так получилось. Она там работала с одной семьей, и ей сделали краткосрочную визу, чтобы там, пару недель она провела в Лондоне. И я всегда думал, это вообще невозможно. Как? Как вообще? Это же просто какой-то, не знаю, это же из учебников только по английскому языку. Где-то там вот оно, а мы где-то здесь. Вообще, как можно туда когда-то поехать? Хотя в те времена поехать-то было проще, чем сейчас.
Ну и плюс у меня у самого много каких-то связей в целом с Великобританией, с культурой в плане музыки. Там, не знаю, 20, 30, 50 могу привести каких-то коллективов музыкальных, групп или исполнителей, кого я слушал и слушаю до сих пор. Понятно, кино, музыка, культура, все вот это, книги, писатели, да, от Вальтера Скотта и Оскара Уайлда до, я не знаю, до Роулинг. В общем, и поэтому ощущение какое-то пока нереальное, что ты вот где-то оказался, где ты никогда не мог, где ты никогда не думал, что ты окажешься. В общем, поэтому мне надо немножко успокоиться, немножко выдохнуть и найти дорогу в Гайд-парк. Это первый мой пункт на моем пути. Гайд-парк почему? Потому что как раз оттуда мама мне показывала в детстве фотографии. Она говорила, вот здесь я гуляла по Гайд-парку. Еще напечатанные фотографии. Это были напечатанные фотографии. Такие вот сколько? 15 на 30 или что-то такое, да? Вот напечатанные фотографии. Я поэтому хочу посетить сам этот Гайд-парк и отправить маме фотографию из Гайд-парка. Потому что, я думаю, ей будет приятно. Я вам обещал рассказать о нескольких вещах, которые я сразу заметил, которые мне сразу бросились в глаза еще до того, как я доехал до Лондона. Первое – это климат, да, климат, камон, ребята, я не знаю. Съездите в Сибирь или хотя бы в Санкт-Петербург и посмотрите на дожди, снег и на холод, и на мрачность. Второй момент, меня поразила архитектура. Она меня не поразила, и даже не архитектура, а скорее тип застройки. Когда мы проезжали вот весь этот путь от аэропорта до Лондона, я видел много маленьких городов. И интересно, что дома в них выглядят очень похоже. Дома идут вот так в ряд. Вот такие вот дома, здесь их, к сожалению, не видно, но сейчас на экране вы увидите то, что я наснимал. Дома идут вот так в ряд. Сзади у домов часто маленький такой дворик, да, backyard, наверное, называется, не знаю. Вот это, наверное, это как раз оно и есть. Правильно? И все выглядит вот так. То есть вообще нет знакомой мне топологии, вот такой какой-то строительной. Я не знаю, как это описать. То есть совершенно по-другому, совершенно другая планировка домов. Не самих домов, а то, как дома располагаются, они все вот так в ряд стоят. Это интересно. И прям все, везде. Вот здесь, конечно, по-другому. Здесь есть разные абсолютно дома, какие-то вот такие небольшие, красивые, такие большие, не такие красивые и так далее. Но пригород, субурбия или пригород меня впечатлил. Я не ожидал, что он выглядит так. В смысле, я ожидал, я видел это в кино, но я не думал, что все вот городки будут выглядеть вот так похоже. Идем в Гайд-парк. Да, еще один момент. Меня еще удивило, когда я проезжал в сельскую местность, меня удивило, что там огороды у людей, прямо как в России, прямо как у моей бабушки. То есть такой, типа, большой участок земли, поделенный на участки маленькие, и там у людей, очевидно, свои какие-то огороды. То есть люди там что-то выращивают, там капусту, морковку, я не знаю, что там они еще в Лондоне выращивают, мариванну. В общем, прикольно, интересно. И я даже видел дома, такие двухэтажные, длинные двухэтажные кирпичные дома. Точно в таком доме жила моя бабушка. Сейчас такие дома уже
уже совсем разваливаются. Ну, они еще есть, но, в общем, сейчас так уже не строят. В общем, забавно, что такие разные страны, такие огороды прям похожие, и дома такие похожие, вот как у моей бабушки. Интересно. Вообще, я специально ничего не читал, не смотрел, не изучал ничего на тему истории Лондона там, и так далее. И я не хотел портить мое собственное восприятие. То есть, нет, классно знать историю и побольше узнать про Лондон сам. Вот смотрите, там какой красивый собор. Очень классно это все знать, безусловно. Супер, супер вообще. Можно как-то туда перейти, интересно? Можно так делать или нет? Ну, тут все переходят на красный свет. Ай-яй-яй, Макс, нельзя так делать. Очень плохо. Штраф тебе, Макс. Так вот, моя идея была как раз в том, чтобы посетить те места, с которыми у меня уже есть, как я говорил, какой-то коннект, какая-то связь. Типа гайд-парка, типа платформы 9,3, да, может быть, звучит как-то, не знаю, попсово, но тем не менее. То есть я хочу пройтись сегодня по моему Лондону, по тем местам, с которыми у меня есть связь. Даже если эти места не какие-то великие достопримечательности. Хотя, конечно, среди этих достопримечательностей будут и Букингемский дворец, и Тауэр, и... В общем, все вот такое классическое обязательно. Потому что это все было в учебниках английского языка много-много-много-много лет назад. Красиво. Красиво. Что я знал о Лондоне, так это то, что Лондон состоит... вот я не очень понимаю, как тут работают переходы. Вот это что значит? Это значит, туда можно идти? Или это значит, нельзя туда идти? То есть вот вроде как можно, но я не вижу зебры. Зебра? Где зебра? Нет зебры. Ладно, хорошо, идем. Если машин нет, то можно идти. Так вот, что я знал, это то, что сам город состоит из нескольких городов. И вот в одном из них, под названием Вестминстер, мы сейчас и находимся. И вот это слово Westminster, оно прям во мне где-то глубоко зашито, потому что на уроках английского языка всегда вот это вот было Westminster Abbey. И это вот настолько в тебе просто въелось, я даже тогда не понимал, что значит Эбби, что это вообще, что это за слова. Но они настолько глубоко сели в твой мозг, что я до сих пор это все помню. Так, зеленый. Окей, идем. Look left. Отлично. Да, надо не забывать, что в Англии левостороннее движение. Вот. Пока я не очень это ощущаю, только водители почему-то сидят на месте пассажира, в смысле справа. Это, конечно, непривычно, когда смотришь на автомобили. Но так, когда ты идешь, ты этого даже не замечаешь. То есть я вот, наверное, как-то не замечаю, с какой стороны, с правой или с левой. Вот опять, ребят, что тут делать? Это пешеходный, да? Это пешеходный переход такой, это такая зебра? Точно? Ладно. Во всем мире правостороннее движение, здесь левостороннее. Во всем мире есть зебра, здесь нет зебры. Особенная страна. Давайте еще вспомним про смесители. А давайте мы с вами зайдем в этот дворик и посмотрим, как же там живут обычные работяги.
из города Вестминстер. Как они живут здесь? Вот смотрите, у них автомобили. Что это за автомобиль такой? Я таких не видел. Наверное, какой-то британский. Что там написано? Тесла. Не знаю, сербский, что ли? Ну, может быть. Ну, что? Вот, друзья. Посмотрите, вот один дом... И вплотную стоит к следующему, и тот к следующему, и тот к следующему. И так не только здесь, так везде, где я был. Это интересно. Это интересно. Ну, ладно. Тут вроде бы все красиво и аккуратно. В общем-то, пойдемте в следующий двор. Здесь вот ребята реновируют фасад, наверное, или, не знаю, что-то ремонтируют. Здесь непонятный автомобиль совершенно. Я не думал, что Сербия такие автомобили делает. Ох, ребят, как-то здесь все слишком белое. Посмотрите вокруг. Просто все белое. Слишком белое. Это, наверное... Улица должна называться White Street. White. Но нет, она называется Eaton Place. Кстати, а это что за флаг? Подождите. Это же что, это чилийский флаг? Очень похож, но плохо видно отсюда. Да или нет? Скажите мне. Это чилийский флаг или нет? Тут написано будет, что это означает вообще, что это за такое, за место. Ну ладно, не написано. Не написано. Ну ладно, идем дальше искать Гайд-парк. А вон у кого-то, смотрите, оливки растут прямо на балконе. Ну, в смысле, понятно, что это какие-то, это не дома, наверное. Но если и дома, то там живут какие-то высшие умы этого мира, потому что, ну, это слишком красиво. Но у кого-то на балконе растет оливковое дерево. Да, это же оливковое дерево. Кайфово. Ох, какой холодный, мрачный, дождливый город. Оливки растут на балконе. Блин, ребят, тут такие машины стоят. И такие какие-то дома, что я не знаю, может, мне нельзя здесь вообще ходить. Здесь точно можно ходить, все нормально. Какие-то стоят телохранители. Ну, посмотрите на этого чувака рядом с Land Rover'ом. Простите, рядом с Range Rover'ом. Посмотрите, ну это же телохранитель. Я разные истории про Лондон слышал. Я поэтому вообще стараюсь быть аккуратнее, ребята, знаете. Мы говорим так. Береженого Бог бережет. Береженого Бог бережет. Ну, красиво, красиво. Красиво. Красиво, правда, красиво. Прям эта эстетика мне очень нравится. Кирпич. Я обожаю кирпич. Кирпич черный, ну такой коричневый. Кирпич красный. Любой кирпич. Я люблю такой стиль. Вот, посмотрите, черной краской все покрашено, а сверху кирпич. Очень красиво. Очень, очень красиво. Мне очень нравится, вот как это, не как это даже выглядит, а как это чувствуется. Не знаю, очень круто. Это что такое? Это явно не Гайд-парк. Гайд-парк должен быть точно больше. Так, я не могу привыкнуть к этим переходам. Я не понимаю, что нужно делать здесь с этими переходами. А там чего интересно такое? Что там у нас такое? Наверное, какой-то закрытый клуб. Закрытый клуб. Я слышал много, что в Лондоне есть всякие закрытые клубы. Это, наверное, клуб любителей сада. Посмотрите, там такая тележка, в ней ветки. Наверное, здесь клуб, закрытый клуб любителей сада и огорода. Я думаю, что как-то так.
Наверняка он закрытый, и наверняка только жители тех богатых домов могут туда пойти. Я так думаю. Ой, елки-палки. Ребят, я уж думал, тут мариванна, что растет. Посмотрите, реально похоже на мариванну. Да? Да, ну вы поняли, да, мариванна. Это вот да. Я просто не знаю, ребят, в каких странах что можно, что нельзя. Береженого Бог бережет. Береженого Бог бережет. Ох, Господи, я пошел в какое-то правильное место. Здесь, в этом Вестминстере, не знаю, как это даже русифицировать, в Вестминстере. Ну, наверное, Вестминстер так и будет. Короче, здесь как-то невероятно красиво. Прям все тут какое-то разное, но все такое красивое. Господи, посмотрите на это. Просто вау. Просто вау. Ой, новый Samsung. Классно. Но нет. Не знаю, ребят. Не похоже ни на что город. Вот я не знаю, если Мадрид выглядел как Буэнос-Айрес в чем-то, то вот, ну вот это ни на что не похоже. Я раньше не видел ничего похожего на Лондон. Правда. Насколько я могу понять, это Хэрротс. То есть это местный ГУМ, то есть магазин, где продаются всякие дорогие вещи, какой-нибудь парфюм дорогой, не знаю, что еще. В общем, все дорогое продается здесь, но мне туда не надо. С другой стороны, а почему не надо? Может быть, мне как раз пройти Хэрротс насквозь. Сейчас мы попробуем пройти его насквозь. Если нас дядька туда пустит, там какой-то очень злой охранник стоит. А может и не злой. Давайте посмотрим. Ну что ж, этот дядька... Почему дядька? Давайте я буду выражаться правильно. Этот молодой человек очень вежливо мне объяснил, что я могу снимать везде, здесь внутри, кроме... Вкусно. Я могу снимать везде, кроме магазинов, кроме тех магазинов, где продаются часы. Почему-то там я не могу снимать. Ну, если я правильно его понял, конечно. Всегда может быть такое, что я не до конца понял, но, по-моему, он сказал это. Типа, в отделе, где продаются часы, там не снимай. Но я, честно говоря, и не очень хочу. Я вообще не знаю, что тут написано. Channel, the channel. Это что, пролив Ла-Манш? Ладно, хорошо, шучу, друзья. А время обеда-то, кстати, уже подошло. Вообще, в Испании-то сейчас уже 3 часа. Здесь, в Лондоне, 2 часа, а в Испании 3 часа. А это значит, что время обеда. На обед у нас сегодня будет ролл, что Spicy Salmon Hand Roll. То есть ролл из семги острый с чьей-то рукой. Не знаю, я не очень хочу есть чью-то руку, но ладно. По крайней мере, такой ролл обошелся мне в почти 5 фунтов. 5 фунтов. Это, наверное, где-то 7 или 8 долларов. Да? Ну, как-то так. Ну, не дешево, но просто интересно что-то попробовать и не тратить время на то, чтобы искать, где что можно найти, купить. Нормально. То, что нужно. Я уже почти у гайд-парка. Я его чувствую. Ой-ой-ой, ребята. Альберт Холл. Королевский и гайд-парк туда. Не знаю, видно вам или нет. Роял Альберт Холл. Ребята, там же выступал сам великий маэстро Рави Шанкар. И, конечно,
куча еще кто. Я, кстати, смотрел билеты в Альберт Холл, но, честно говоря, все было распродано. Абсолютно все было распродано. То есть не было просто ни одного билета ни на один концерт. Вот. Поэтому, к сожалению, я туда не попаду. Так, Paxton's Head. Что это такое? Интересно. Ну, в смысле, понятно, что это какой-то паб. Блин, какой он прикольный. Прям вообще, прям вот реально тот самый паб, который есть почти в каждом городе. Знаете, типа Irish паб. И вот они все примерно одинаковые, только здесь они настоящие. Так, подождите, Гайд-парк туда, точно? Надеюсь. Я добрался. Так, смотрим в нужные стороны. Я добрался до Гайд-парка. Первое ощущение – очень много травы. Очень много травы и мало деревьев. Но, с другой стороны, вот там дети играют в футбол, а с другой стороны, там тоже играют и в футбол, и во что-то еще. Ну, короче, все во что-то играют. Сегодня понедельник, поэтому я могу представить, как эти поляны, да, как на этом газоне, как эти поляны, давайте продолжим фразу, как эти поляны заполнены людьми. Ох, там что-то интересное возвышается. Что это интересно? Красиво, красиво выглядит. Такое что-то, не знаю, какая-то беседка, не беседка, не знаю. Могу представить, сколько здесь людей, когда, сколько здесь людей в выходной день. Сегодня будний день, еще и понедельник. А вот ребята во что-то играют. Интересно, что это за игра? Что-то типа бейсбола, да? Только это, наверное, не бейсбол, а что-то другое, да? Ну, в общем, не знаю. Я такого не видел никогда. Прикольно. Я делаю фотографии и хочу отправить их маме. Интересно, узнает она этот парк или не узнает? Ну, вообще, прямо здесь я не вижу ничего такого, чтобы вот сразу можно было сказать, это тот парк. Ну, потому что здесь трава и деревья, пруд. Каких-то таких пока я не увидел очень примечательных мест, по которым можно было бы сразу определить. Но все равно мне интересно, узнает она это место или не узнает. Здесь прикольно. Очень много травы. Интересно, что нет никаких скульптур, не знаю, каких-то дворцов, там еще чего-то. То есть как-то очень минималистично. Просто газон и деревья. Ну, по крайней мере, в этой части, где я сейчас гуляю. Не знаю, интересно. Я как-то ожидал, что будет что-то еще. Ну, как я ожидал? Я не знаю, я не смотрел фотографии этого парка. У меня не было прям ожиданий. Но вот при слове «парк» в Лондоне мне представлялось что-то другое. Ох, волны пошли, смотрите, волны. Но в целом он очень какой-то уютный и приятный. Но для меня не это важно. Для меня было важно именно побывать здесь, просто потому, что в детстве мама показывала мне фотографии из этого парка. И я подумал, как же круто будет однажды походить по этому парку тоже. Так, а здесь у нас гайд-паркские белки. Смотрите. У них еще зимняя окраска такая. Ой, ты что? Ты хочешь ко мне? Ну иди, белка, иди сюда. У меня, правда, ничего для тебя нет, кроме любви. За любовью придешь, белка? За любовью придешь? Ну иди за любовью. Ну иди за любовью. Ну точно, любви здесь дадут. Ну иди сюда.
Иди сюда, хорошая. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ты красавица какая. Посмотрите, какой у тебя хвост красивый. Ты вообще просто потрясающая. Ты такая гайд-паркская красивая белка. Ну, у меня есть только ролл. Но, к сожалению, ты вряд ли будешь есть ролл. У меня больше ничего нет. Прости, пожалуйста. Но я тебя могу погладить, честно. Нет? Тебя правда любовь не интересует? Очень жаль. Твою подругу, наверное, тоже любовь не интересует. Да, ты хорошая какая. Да. Так, я надеюсь, только ты меня не укусишь, да? Ой-ой-ой. Ой, ты какие они классные. Вот это да. Гайд-паркские белки. Это что такое? Это мое место, белка. Слышишь? Я туда хотел сесть. Так, ты что, ты хочешь утащить мою камеру? Эй, так, ты что, нападаешь? Ну-ка, давай-ка, я, знаешь, я изучал китайские боевые искусства. Белка, не вынуждай меня использовать силу. Но у меня, правда, ничего нет, извини, дружок. Извини. Нет, конечно, если белкам было бы можно то, что у меня есть, то я бы, конечно, поделился. Я вообще человек не жадный. Но единственное, что у меня есть, это острый ролл с семгой и чьей-то рукой. Ну, hand roll. Spicy salmon hand roll. Значит, там, кроме рыбы, еще чья-то рука. Эх, как его открыть-то, интересно. О, вот так. Опа. Смотрите, какая прелесть. Сейчас будем пробовать этот фантастический. Это великолепно. Я не чувствую вообще ни спайси, ни хэнд. А вот сальмон чувствую. Ну, салмон. Окей. Очень вкусно. Там авокадо, огурцы, нори, рис и куча кунжута сверху. Кунжут. Люблю кунжут. Ох, ничего себе, чуррос. Вот это да. 5 фунтов. Ух. Недешево, конечно, недешево. Кстати, на другой стороне пруда, я перешел на другую сторону, здесь уже есть цветы, смотрите. Здесь клумба с цветами. Я опять забыл, как называются эти цветы. Они росли у моей бабушки под окном. Как-то много всего в Лондоне связанного с моей бабушкой. Я не знаю почему. Огород, похожие дома и теперь цветы. Ну ладно. Интересно, что здесь еще есть дорожка для лошадей. Для лошадей. Действительно, когда ты здесь переходишь дорогу, нужно посмотреть налево и направо. Получается, сначала нужно направо, сначала налево нужно посмотреть, да? Ладно, я запутался. Короче, нужно обязательно посмотреть, нет ли там лошади, потому что тебя может сбить лошадь. Прикиньте, да, вот так по парку просто ребята ездят здесь на лошадях. Ну, не знаю, может, это какая-то конная полиция или просто какие-то ребята, которые занимаются конным спортом, здесь катаются. Кто, для чего, как, не знаю, но прикольно, интересно. Вроде мелочь, а я такого не видел никогда. Сейчас с Юлей общались, и она мне сказала удивительную фразу. Ты в городе, о котором каждый из нас знает, но почти никто там не был. Прикольно, да. Это добавляет кайфа всему происходящему. Определенно. Ровно 3 часа. Ровно 3 часа. Пора выходить из гайд-парка, идти дальше. Следующее место — это будет, наверное, Букингемский дворец. Возможно, надо понять. Мне вообще нужно еще зайти в мой хостел, чтобы зачекиниться.
или заселиться, да, зачекиниться, заселиться, как хотите. Вот, мне нужно туда зайти, как раз регистрация начинается в 3 часа, поэтому вот как раз я могу идти спокойно заселяться. Но, честно говоря, у меня столько энергии, столько желания ходить, гулять, снимать, прислушиваться к своим ощущениям, что я прям не очень хочу идти в отель, а то придешь, в хостел, да, а то придешь в хостел, ляжешь на свою койку в 28-местном номере, и захочется тебе поспать, но нет. Ладно, шучу, на самом деле хостел у меня или там 4-местный, или 6-местный номер, да, в смысле номер, где 6 кроватей, 4 или 6. Я уже не помню, какой я точно забронировал, друзья. Слишком много всего в жизни происходит, чтобы помнить такие мелочи. Но это не важно. Мне главное где-то переночевать. Потому что я один в этот раз. Поэтому нужно где-то поспать, и все, больше мне ничего не нужно. Ну и зарядить телефон и камеру. Короче, идем в сторону Букингемского дворца. Это уже, друзья, начинается, может, уже и продолжается учебник английского языка. Да. Слушайте, тут такая красивая, но такая одинокая беседка. Посмотрите, никого вообще рядом. Я думал сначала, что она закрыта, а потом понял, что нет, она открыта. Просто там никого... Ой, подождите. Я хотел туда зайти, потому что там никого нет. Но нет, вообще там кто-то живет. Там кто-то живет. Ладно, хорошо. Теперь понятно, почему сюда никто не ходит. Наверное, все об этом знают. Но, ладно, идем дальше. Здесь мемориал тем, кто сражался во время Первой мировой войны. И из гайд-парка мы идем дальше, идем в сторону Букингемского дворца. Проходим через эту арку с ангелом. И идем в сторону Букингемского дворца. Здесь очень просторно. Очень просторно, много пространства. Ну, как всегда, наверное, на каких-то, в каких-то таких парадных местах, да, где вот дворцы, арки триумфальные. Обычно часто в таких местах очень... какие-то газоны, очень много пространства вокруг. К сожалению, сейчас все деревья стоят без листьев. С одной стороны, меньше зелени. С другой стороны, я могу видеть все вообще вот там. Посмотрите, здание, всю красоту архитектуры, абсолютно разной. Так что, может быть, даже и хорошо, что нету листьев. Можно больше всего увидеть. Весна, красиво. Но что-то я устал, друзья. Я устал. Поэтому я сейчас хочу выйти на улицу Пикадилли, которая идет вот здесь рядышком. И по ней пойду... Ох, ничего себе, там какой вертолет интересный летит. Смотрите, прямо в городе какой-то забавный вертолет, как будто бы... Как это вот? Есть квадрокоптер, а это что? Дуокоптер, или как вот назвать? С 2 пропеллерами такими большими. Ну, по крайней мере, так издалека кажется. А, нет, это, наверное, кажется. Ладно. Это, видимо, я уже просто... У меня начинаются галлюцинации. Но я действительно немножко подустал уже ходить, поэтому пойду я в отель. Я заселюсь в свой номер, еще прогуляюсь по Пикадилли,
а потом вечером у меня должна быть культурная или бескультурная, не знаю, программа. Я очень хочу посетить какое-то мероприятие музыкальное, бар, небольшой концерт, все что угодно. У меня уже есть список мероприятий, которые было бы интересно посетить. Мероприятий, ну, вернее, концертов или просто заведений. Например, есть один старый блюзовый бар рядом с моим хостелом в районе Сохо. И вот, может быть, туда я пойду, еще пока не знаю. Но об этом вы узнаете, друзья, в следующем видео. Спасибо, что досмотрели. Присоединяйтесь к мембершип-программе, если хотите учить русский с Максом регулярно. И до встречи. До встречи в следующем ролике. Пока!